Arturio AudioFuse действительно можно назвать аудиоинтерфейсом-долгожителем. Младшая модель AudioFuse даже получала воплощение в виде второй ревизии. Обзор на эту карточку и на старшую модель мы уже с вами делали на канале. Теперь пришло время для средней карточки, а именно AudioFuse Studio. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Давайте разберемся со всем, что касается комплектации. Итак, сам аудиоинтерфейс. К нему мы получаем блок питания, потому что питания по USB для этого устройства будет недостаточно. Учитывайте, что нам нужна розетка для работы AudioFuse Studio. Также два провода USB. Один мы сейчас используем, Type-C на Type-C. В комплекте есть и еще один провод USB, Type-C уже на Type-A. Если вдруг у вас на устройстве не предусмотрено Type-C разъема, достаточно удобно. Можно подключиться даже к USB Type-A. Также MIDI. Здесь есть MIDI-интерфейс, и он не совсем обычный, наверное, в угоду экономии места на корпусе. MIDI было выведено в виде двух таких маленьких стереоджеков, но, опять же, у нас в комплекте есть два подобных адаптера, с помощью которых вот из этих самых джеков мы можем сделать привычный MIDI-вход и MIDI-выход. И еще одна особенность, которая идет в комплекте, вот такая, это конверт. Я как будто вручаю кому-то Эмми или Грэмми. Я очень осторожен, потому что здесь есть коды для регистрации устройства, их я вам не хочу показывать, потому что в комплекте вместе с Arturio можно получить много интересных бонусов и плюшек. Вот. Но я вам хочу показать вот этот листочек, который я уже показывал в другом обзоре на AudioFuse. Это сертификат по аудиоизмерениям для аналоговых каналов на этом устройстве. И что характерно, каждое устройство из линейки AudioFuse проходит измерение, я так понимаю, в конце своего производственного пути, и каждое устройство получает вот подобный сертификат, что достаточно здорово, и здесь мы прям в цифрах видим, что все характеристики, они максимально приближены к заявленным производителям. К этому мы еще вернемся, потому что соотношение сигнал-шум и микрофонное усиление — это чуть ли не одна из самых важных фишек этого устройства и то, что AudioFuse может отделять от других аудиоинтерфейсов. Здесь мы видим с вами внешний аудиоинтерфейс формата 18×20. То есть у нас есть 18 каналов по входу и 20 каналов на выход. Давайте просматривать все попунктно, а потом уже будем смотреть, какие входы и какие выходы. Я думаю, до них мы еще с вами успеем добраться. Итак, верхняя часть корпуса. Здесь у нас имеется управление 4 первыми аналоговыми каналами, подача фантомки, переключение в инструментальный режим, аттенюатор, поворот фазы. У каждого канала у нас есть индикация, в каком именно режиме работает канал. Например, первый канал вы сейчас видите работает в микрофонном режиме, потому что сюда я по XLR подключил свою петличку. Подаю фантомное питание, потому что петличка конденсаторная. Усиление у нас выставлено, ручку положение вы сейчас видите. И в целом это тоже своеобразный референс, потому что большую часть сегодняшнего ролика мы будем писать на петличку. Вы можете послушать, как работает Arturio. Чуть позже сменимся на широкомембранный конденсаторный микрофон и на ручной динамический катушечный микрофон. Их также послушаем ради чистоты эксперимента. Далее 3 канала, они абсолютно идентичны первому. У каждого канала есть кнопка Listen, то есть это даже не соло и не PFL отдельно, а Listen, потому что для каждой вот этой кнопки, ну точнее для всех кнопок, для этих, которые у нас даны снизу, мы можем программировать тот функционал, который она будет активировать. Это очень интересно, и чуть-чуть попозже мы с вами доберемся до контрольной панели, в которой все это, конечно же, рассмотрим. Мастер-блок, но сперва я хотел бы обратить ваше внимание чуть-чуть повыше на вот эту часть. Во-первых, здесь есть индикация по всему функционалу, который у нас присутствует на устройстве. Здесь есть и индикация синхронизации, здесь есть индикация состояния ADAT каналов, есть SPDIF, есть word clock, подключение по USB, и здесь имеется кнопочка Bluetooth.
И это тоже такая достаточно интересная функция, потому что сегодняшнее устройство у нас может на себя принимать звук, который мы будем передавать по беспроводу. Банально берем смартфон, подключаемся как к беспроводной колонке, и сюда на один из стереоканалов мы получаем возможность транслировать музыку по беспроводу. Достаточно интересно, согласитесь. Мастер-блок. Наконец добрались до него. У нас есть мастер-ручка, которая, мы ее так ведем, мы можем смотреть, сколько именно у нас на мастере по вот этой синей индикации. И, естественно, просто индикация общего состояния звука на мастере у нас тут также имеется, как и по каналам входным. Здесь мы можем переключаться между парами мониторов, и я сейчас, наверное, обращу ваше внимание на заднюю часть корпуса, потому что там у нас две пары основных выходов, пара А и пара Б. Между ними мы можем переключаться, и, соответственно, мы можем давать наш звук как на пару А мониторинга, так и на пару Б вспомогательную. Например, вы используете две пары мониторов в своей работе. Например, вы используете основную пару и так называемый щит-контроль, однополосная, дешевая какая-то акустика, на которую вы сведете материал, и если ваш материал на ней будет звучать хорошо, значит, везде плюс-минус он и будет звучать хорошо. Для этого можно использовать как раз-таки несколько пар мониторов. Управлять мониторным миксом можно на нескольких слоях. Это Main, то есть это наш главный микс, QMix 1 и QMix 2. Как видите, на них сейчас ничего не происходит, потому что на них я не подаю звук. Чуть-чуть попозже, когда мы с вами обратимся к контрольной панели, я вам подробнее объясню, для чего здесь сразу три микса и как именно мы с вами сможем их использовать. Мониторные функции, деммирование, то есть фиксированное ослабление сигнала, чтобы мониторить сразу на нескольких громкостях, это все задается в контрольной панели. Мьют мастера, если необходимо, и суммирование в моно, опять же, о нем я говорил, для чего нам нужно суммирование в моно. Когда мы слушаем наш микс, просуммированный в моно, мы с вами сразу же избавляемся от каких-то фазовых искажений, о проблемах, которые могут быть связаны со стерео. Такой вещью лучше не пренебрегать. Чуть ниже у нас расположен блок для тихого контроля. Это все, что связано с подключением мониторов, головных телефонов. У нас есть две ручки, то есть у нас имеется сразу два независимых выхода для подключения тихого контроля. И что интересно, мы можем выбирать вот здесь, какой именно микс у нас пойдет на контроль. Это может быть главный микс, то есть мы можем сюда дублировать все, что у нас происходит на громких мониторах. Это может быть один из Q-миксов, вот, допустим, сюда я поставил, давайте по логике, сюда Q1, а сюда вот, Q2. То есть на наушнике у нас сейчас идут совершенно другие миксы. Не то, что у нас играет на громком контроле, и опять же, это достаточно удобно во время мониторинга. Для наушников есть отдельное суммирование в моно, если это необходимо, и тут же опять имеется кнопочка TalkBack, которую можно использовать для связи с вашим артистом во время записи. Давайте обратим свое внимание на заднюю панель. Казалось бы, такая совсем крохотная деталь, как кнопка подачи питания, позволяет нам постоянно не выдергивать этот аудиоинтерфейс из розетки вручную, вилку туда-сюда. Можно просто нажимать на кнопочку, и это очень часто, этой вещи очень часто не хватает на многих аудиоинтерфейсах, тем более аудиоинтерфейсах подобного уровня. Что мы еще видим? USB-разъем для подключения к компьютеру. Мы видим MIDI-интерфейс, как я говорил, на вход и на выход в немного странных разъемах, которые мы с вами можем перевести в привычные нам MIDI. Далее, за счет того, что у нас появляется внешний блок питания, здесь мы видим USB-хаб на 3 разъема. Можно подключить какую-нибудь студийную периферию прямо сюда напрямую в аудиоинтерфейс. 2 разъема для подключения 2 пар мониторов. На RCA у нас даны смешанные по функционалу разъемы, то есть это одновременно и синхронизация по Watt Clock для вашего студийного оборудования, которое вы можете подключать прямо сюда в аудиоинтерфейс. Это же и SPDIF интерфейс на вход и на выход.
Вспомогательный AUX стереовыход мы видим чуть далее. С помощью него мы можем подавать какой-нибудь мониторный сигнал, например, на многоканальный усилитель для наушников. Мы рассмотрим, как это все делается уже в контрольной панели. Ну и, конечно же, этот разъем, наверное, часть функционала, под который он и был заточен изначально, работа с реампингом, потому что Audio Fuse Studio имеет специальную настройку для того, чтобы использовать этот аудиоинтерфейс во время реампа. Далее еще 4 разъема, на этот раз инсерты, тоже очень интересный функционал. Это разрывы. Это разрывы, с помощью которых мы можем брать какую-нибудь внешнюю обработку и включать ее внутрь схемы вашего аудиоинтерфейса. Например, у вас есть какой-нибудь любимый эквалайзер, который вы любите на своем вокале. У вас есть компрессор, у вас, в конце концов, есть Channel Strip, просто линейка, где напихано все и сразу, и звучание этой линейки вы любите всем своим сердцем. Пожалуйста, просто берите штаны, подключайте в инсерт и получайте всю ту же самую любимую обработку на своих же записях, сделанных с помощью этого аудиоинтерфейса. Далее следует оптический интерфейс на вход и на выход, 4 разъема, с помощью которых через оптику мы сможем добыть для себя еще больше каналов в аналоге. Само собой разумеется, что для того, чтобы эти каналы превратить в аналоговые, нам нужно будет докупать дополнительные устройства. Например, каналы на вход — это многоканальные микрофонные предусилители с оптическим же выходом. Ну, тот же самый Behringer ADA-8200, как пример чего-то бюджетного, при этом звучащим на уровне, могу вам порекомендовать, потому что сам подобным прибором какое-то время успел попользоваться и остался им, в принципе, доволен. 4 разъема на вход, 4 линейных разъема на вход аналоговых завершают наш список. Причем это 2 стереопары, и последняя стереопара у нас продублирована еще и в RCA, разъем с фонокорректором, кстати, который можно использовать для подключения вертушек, виниловых проигрывателей, чтобы оцифровывать ваши виниловые записи. Немножко цифр и немножко о том, что у нас находится внутри. Это преобразователи 24/192 и преампы. Фирменный преампы от Arturia под названием Discrete Pro, которые выдают до 70 дБ микрофонного усиления. Это, поверьте мне, очень много. Даже тихие динамические микрофоны вот эта штучка раскачает без каких-либо проблем. Теперь я вернусь к этой штучке и зачитаю отсюда. Эквивалентный уровень шума минус, по большей части минус 129. В пресс-релизах дается 129, как раз тут просто на каких-то каналах минус 127, на каких-то каналах минус 128 дБ. Это небольшая погрешность, будем ей следовать. Усиление микрофона где-то 71 дБ, где-то 70, где-то, 71,3. В пресс-релизе значится 76, я немножко подвел к более реальным цифрам. 70 дБ, но это все равно просто прекраснейшие значения. И здесь не значится еще динамический диапазон. Я себе выписал, что это 119 дБ. Это действительно очень хорошее значение. И даже записывая какие-то особо тихие источники, вы сможете уловить все нюансы этого самого источника, музыкального инструмента, вокала и так далее. При этом вы не получите большое количество технического шума после того, как на постпродакшене захотите этот материал сделать чуточку погромче. А это достаточно важно. Давайте обратим свое внимание на задержку по ASIO. Естественно, стоит отметить, что устройство подобного класса имеет свой собственный ASIO-драйвер, но при этом Audio Fuse мы можем управлять с помощью регуляторов и переключателей на корпусе и с помощью специальной контрольной панели, на которую я зову вас прямо сейчас посмотреть. Все управление строится по принципу микшерного пульта. Есть каналы по входу, причем для типовых подключений типа XLR-провода устройство автоматически задействует микрофонный режим, меняя иконку на канале. То же самое есть и для линейных инструментальных подключений. Здесь лишь нужно будет немножко помочь аудиоинтерфейсу и выбрать, что именно у вас закоммутировано через 6,3 мм. 2 дополнительные пары входов также настраиваются. Они могут работать в штатном режиме. Для пары 5-6 можно выбрать RCA разъемы в
качестве источника, а для 7 и 8 пары возможно задать режим Bluetooth воспроизведения. Именно сюда нам и будет поступать весь звук, передаваемый по беспроводу. Цифровые каналы и оптика имеют отдельную индикацию. Если переходить в основное поле, то мы видим, что вся структура у нас выстроена на 3 рабочих слоях. Есть основной микс и 2 вспомогательных мониторных микса. Здесь они называются Q. Чуть ниже мы можем выбрать, какой именно микс, на какой разъем по выходу мы с вами хотим послать. Давайте по классике. Мастер отправим на главный выход, а Q-миксы поделим между выходами для наушников. Теперь мы имеем 3 независимых микса. В громких мониторах у нас играет одно, а в 2 каналах для тихого контроля под одни и вторые наушники мы получаем совершенно независимый, даже друг от друга, микс. В дополнение ко всему, маршрутизация коснулась и AUX-шины. Через эту пару разъемов мы можем посылать различные источники. В частности, сюда можно назначить какой-нибудь из мониторных миксов для подключения многоканального усилителя для наушников. На цифровых выходах маршрутизация также максимально гибкая. Отличной фишкой является и возможность подгонки основного поля с фейдерами под себя. Через специальное окно мы можем добавлять или убирать каналы, оставляя в рабочем поле лишь те линейки, которые нам необходимы. Сюда же можно добавить возможность масштабирования окна контрольной панели в зависимости от вашего разрешения и размеров монитора. Под каждый микс мы имеем пару дополнительных USB-каналов, причем они являются независимыми. С их помощью мы сможем включать микс, происходящий у нас на компьютере, и, само собой, все логично перетекает в лупбэк, который здесь имеется, и под него зарезервирован стереоканал USB 1920, на который можно отправить любой из 3 основных миксов. Отдельно стоит упомянуть, все, что мы здесь с вами нарулим, будет доступно нам в мониторах с нулевой задержкой. Зайдем ненадолго в настройки. Здесь имеются детальные настройки по цифровым каналам, Word Clock синхронизация с другими приборами, программируемые кнопки Listen на лицевой панели устройства, отсечение земли на AUX-выходе, а также настройки для мониторинга, TalkBack и функции Bluetooth. Перед основными тестами давайте послушаем звучание различных микрофонов с этим аудиоинтерфейсом. Напомню, что на протяжении всего ролика вы слышали петличный микрофон. Я закоммутировал все остальные микрофоны в общей сложности 3 у нас микрофона к линеечкам. 1, 2, 3 линейка. Как видите, на вторую у нас фантомка не подается, усиление большое, и вы видите ручной динамический микрофон. Логично, что это именно он. Я говорю, и прямо сейчас вы слышите изолированный сигнал с 2 канала, который я специально для вас вывел, потому что прямо сейчас в свою рабочую станцию я пишу сразу 3 дорожки. Вернемся обратно на петличку, и я должен вам сказать, что я намеренно ничего не говорил про усиление для наушников, которое у нас имеется на AudioFuse, потому что логично, что на таком приборе с усилением для наушников проблем мы с вами не должны испытывать. И это действительно так. Здесь оно изрядное. Перейдем на 3 канал. Фантомное питание подается. Усиление у нас примерно столько же, сколько и на петличке. И сейчас мы с вами услышим широкомембранный конденсаторный микрофон. T2 от EC, это, я напомню, у нас был V7, а на петличке у нас штатно наша любимая DPA. Примерно таким образом звучит широкомембранный конденсаторный микрофон. Не уходя с него, я анонсирую вам тесты. Музыкальные тесты, в которых мы послушаем, как именно можно записывать музыку, используя AudioFuse Studio дома. Можно друг от друга скрыться, поменять судьбу и лица, сделать вид, что я не тот, ты не та. Моя любовь тобой забытая осталась только тоньше иния, на ладони линия. Но не понять ее, не объяснить не смогли ни ты, ни я. Слышишь, а может, как невидимая нить этой ночи синюю сумеет нас с тобой соединить. На ладони линия, на ладони линия.
Это ультимативное решение на все случаи жизни, которые я без проблем могу поставить в один ряд с RME и тем же самым Universal Audio. Записать джазовый квартет на 4 микрофона? Пожалуйста. Взять ваш вертачок и оцифровать какую-нибудь любимую виниловую пластинку в хорошем качестве? Пожалуйста, весь функционал тут присутствует. После этого сесть и спокойно свести весь записанный материал, мониторные функции, которые тут присутствуют, вам в этом помогут. Я бы сказал, что если вы изначально нацелились на младшую версию Arturia, но вам по какой-то причине не хватает каналов на вход и каналов на выход, при этом вы изначально хотели, чтобы ваш аудиоинтерфейс имел такой настольный форм-фактор, то Arturia Fuse Studio определенно достойна вашего внимания. Из именитых пользователей бренда, когда я собирал информацию, я увидел своего любимого Алана Парсонса и был несказанно рад, потому что, если вы не верите моему авторитету, то такой мужчина, как Алан Парсонс, он, я думаю, заслуживает вашего доверия. По крайней мере, я всецело ему доверяю. Друзья, я, как всегда, за у вас комментарии. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого интерфейса. Аудиофьюзы существуют на рынке достаточно давно, и я уверен, что хоть у одного, у двух человек, из смотрящих нас сейчас, этот аудиоинтерфейс имеется в работе. Напишите, что вы о них думаете. Какие-нибудь косяки, возможно, наоборот, какие-то положительные стороны, которые вы не наблюдали у других производителей. Мы будем очень рады увидеть ваш отклик. Не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на канал и штатно, само собой, я зову вас подписаться на мои соцсети. Все ссылочки прямо сейчас вы наблюдаете у себя на экранах. Друзья, а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Эй. 1, 2, 3. Эй. Что-то он шумит все еще. Не он. А что это? Это вообще не у нас. Это там что-то шумит. Прикольно.